Здравия вам, уважаемые исследователи древней истории. С вами Николай Субботин и канал Протоистория. В прошлом сюжете я показал вам фрагменты из нашей недавней уральской экспедиции и рассказал о Великой Уральской стене. Я не случайно ввел в оборот этот новый термин. В дальнейших сюжетах вы поймете, почему им склонен называть этот комплекс мегалитических объектов Великой Уральской стеной. Я просил вас подумать, может ли этот объект иметь искусственное или естественное происхождение. Многие из вас, посмотрев первый сюжет, однозначно пришли к мнению, что эта стена выглядит по меньшей мере необычно для естественного геологического объекта. Валентин Политикс прислал очень интересный комментарий. Он неоднократно бывал на этом объекте еще в юности. Позволю себе зачитать выдержки из его сообщения. Вот что он пишет. «Эта стена – это чертово городище. Там наша команда занималась скалолазанием. Очень непростой объект. Даже наши советские геологи и географы, наши учителя, нам говорили, что это неестественно созданный природный объект. Не создает природа так избранно скалы. Ведь с одной стороны там более 20 метров прямая скала, как бы фронтальная стена, а с другой стороны наоборот, уступы, для лучшего пользования защитником стены. В основании стены у земли есть блоки, которые заложены как бы в качестве фундамента, то есть они очень большие, несущие на себе всю тяжесть. В 1980-х годах там были большие раскопки, готовили объект для детей, убирали слабые блоки. Но даже в этом случае блоки спускали и складывали рядом. А ведь там на десятки и сотни метров разбросаны блоки и элементы этой стены, так как если бы их раскидало гигантской силы взрывом. И там эта стена имеет продолжение в обе стороны на сотни и тысячи метров. Нужно идти и знать куда. Но там есть остатки гораздо меньшего размера, однако они есть, и именно единого технологического характера, как бы именно части единой и некогда огромной стены. Рядом внизу Среднеуральское водохранилище, при создании которого было затоплено множество палеолитических памятников и стоянок. Но чертово городище имеет возраст явно не 5 и даже не 7 тысяч лет, а значительно более. Это, если искусственно, это сооружение бореального периода, порядка 45-25 тысяч лет назад. Кстати, между слоями блоков там можно увидеть тонкие прослойки, как будто бы какого-то связующего вещества цемента или какого-то вещества выравнивателя межблочных слоев, что не характерно для природы. В отдельных местах можно найти тонкие слои внешней отделки, типа штукатурки. Есть много вопросов. Очень интересно слушать уральских профессиональных геологов, которые рассуждают, почему этот объект не может являться природным объектом. Благодарю Валентина за столь развернутое и подробное сообщение. А сегодня я хотел бы показать некоторые фрагменты нашей первой экспедиции к чертову городищу, Великой Уральской стене, которая состоялась летом 2013 года. Мы отправились исследовать уральские мегалиты вместе с моими друзьями Игорем Соколовым, Алексеем Мартиным и фотожурналистом из Германии. В этом сюжете вы увидите наши первые впечатления о Великой Уральской стене. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и включать колокольчик, чтобы не пропустить новости древней и более современной истории. С вами был Николай Субботин и канал Протоистория. На лошадей, потом потихоньку накалывали, пытались взять. Вообще не джип. Активность включать когда? Вот как раз сейчас. Как раз. Мы самую активность едем. Утром, да. А солнце нет активности. Нет, но то бесполезно собака считать. А второй уже, видишь? Вот ты говоришь, вот он шов идет. Хороший шов, как будто сложено. А с той стороны он видели камень превратился уже. Слабые самые. Сейчас вымывает.
отца Федора снимали. Ну как там? Нормально. Там лестница тоже полузагнивая, надо предупредить, чтобы по ней не больно-то лазили. Особенно кто высоты побаивается. Ну вот отсюда заходите спокойно. Ну вот сюда завязали в ноябре. Выстроить. Все понятно, что ничего не Да, понятно. с такими расщелинами, которые явно что отдельно как бы наложены. Вот эта вот ниша здесь вот, никто же ее не выбивал молотками или камнями. Смотри, какие закругления идут. Вообще, Идем так вот. да. Неудобно. Вода снизу не могла так быть. Тут опять вот эта вот ниша идет. Только немножко какое-то туда. воздействие. А вот это почему нету? Это говорит о жесткости камня просто. Мне это очень сильно Неправильно. напоминает вот такую крепостную стену Не, Теотиуакане, по-моему. не, вот это. Очень интересное воздействие какой-то силы неопределенной природы, но по всей вероятности огромнейшей силы на эту каменную стену. Мы видим осыпавшиеся камни, которые, как, я не знаю, ветром сдуло с этой высоты. Причем с обратной стороны стены такой картины мы не наблюдаем, хотя там тоже как бы спуск с этого навершия, этой горы, на которой находится вот стена. Такое впечатление, что вот был какой-то мощный удар, мощного взрыва, который обрушил стену наполовину. То есть один или два слоя, из которых состоит вот вся эта стена. Вот эту вот пробоину мы здесь видим, скорее всего, тоже она была закрыта камнями, потому что вот эти ниши, они говорят о том, что камни здесь уже находились и как бы сочленялись таким же образом вот между собой. Ну и в итоге вот мы видим эту картину разрушения. И при определенной фантазии, конечно, можно сказать, что здесь был какой-то мега-взрыв, мега-бомбы. Так как эти камни, они, в принципе, видны и за дорогой, и внизу огромные блоки и валуны, которые разметало вот этим вот воздействием. То, что здесь прошел ледник, конечно, вряд ли, потому что довольно большое возвышение и такое разрушение на высоте, оно не могло быть, иначе бы и эту стену всю разрушило. Что еще можно сказать по поводу этого? Вот мне интересно вот этот вот слой камней. То есть вот мы видим два блока, один широкий, второй широкий, и между ними ряд вставок, которые имеют, кстати, то есть каждая вставка имеет отдельное происхождение. Сами же блоки, они монолитны. Ну как могла эрозия камня так расщепить камень, что трещины идут как бы именно в узком слое? Хотя, конечно, как все это спорно и требует дальнейшего изучения. Запись. Вот здесь вот прямо четко видно, что это явно какая-то искусственная кладка. Отдельные совершенно валуны, которые не связаны между собой, имеющие различную структуру. Вот один длинный камень. Его снизу подпирают несколько более малых камней. Снизу еще что-то подложено. Такое впечатление, что осталась какая-то скрепляющая смесь. Вот она даже фактуру немножко другую, более широковатую. Вот опять же идет отдельно выступающий камешек. То есть такое впечатление, что пытались вот это все выровнять аккуратненько. И, соответственно, подкладывали уже какие-то другие подпорные камни. Вот опять же, вот отдельно камни идут. То есть это получается, вообще интересный слой получается. Идет слой больших камней, валунов, и слой подпорных камней, несущих, которые, видимо, выравнивали всю вот эту вот конструкцию. Вот то же самое видим. Вот вообще совершенно отдельный валун. Вот он вставлен просто.
еще отдельные валуны. То есть вот пытаюсь уже здесь, видимо, стену начать закруглять таким вот образом. И везде мы наблюдаем вот какие-то непонятные такие вкрапления. Вот они, то ли это соединительные какие-то растворные смеси, которые скрепляли, заполняли полости, то ли это какие-то более мелкие камни. И вот они везде здесь прослеживаются. Вот особенно хорошо видно. Вот он шов идет. И здесь какая-то как насыпочка идет. То ли это складывали на песок, то ли какая-то другая известняковая смесь. Вот тоже опять же идет насыпочка идет. Вот это, ну это плита видно. Вот тут вот везде заполняющие смеси. То есть если так вот пройтись по всей стене, четко видно, что это не единый монолит, который растрескался в результате эрозии, воздействия воды, ветра и времени. А это совершенно очевидная искусственная кладка, которая создавалась руками человека. Это по совершенно неизвестной нам технологии. То есть как это делать, зачем это делать, и вообще для каких целей служила эта конструкция, непонятно. Но явно это было какое-то оборонительное, скорее всего, сооружение. Скорее всего, это какая-то огромная... Возможно, это был какой-то форпост, который стоял на ключевом веке. Возможно, это был действительно какой-то древний город. Может быть, испытательный стенд. Испытательный стенд. Но явно, что здесь произошла какая-то техногенная катастрофа. Потому что мы видим массу разбросанных камней, которые именно вот вышиблены в ту сторону. То есть такое ощущение, что был удар. Даже если вот посмотреть вот с этой стороны, камни более как бы такие гладкие. То есть такое ощущение, что какая-то ударная волна, то ли большая температура их сгладила, то ли... Ну, возможно, это действие воды было. Но с той стороны, скажем, таких вот округлостей их уже нету. То есть, соответственно, произошла какая-то именно ударная воздействие. Да, какой-то вот. Ну, фактически мы находимся на пороге сенсационной находки, которую мы буквально сегодня до конца смогли довести. Мы стоим на одном из обломков Великой Уральской стены, которая у нас тянется, я прошу это заметить, строго с запада на восток, в две стороны. Мы все эти наши данные уже проверили по компасу, по карте, по навигаторам, и получается, что перед нами обломки некогда великой, протяженной на многие-многие километры стены высотой до 20-30 метров, которая предположительно защищала некие северные племена, высоко цивилизованные от южных. Фактически это первый в мире, не то что на Урале, вообще в мире аналог Великой Китайской стены, которая служила для этих же целей. И вот мы видим многочисленные редуты, укрепления, которые позволяли защищать от кочевников вот эти вот территории. То есть мы сейчас находимся на так называемом центральном обломке этой стены, а если мы пройдем на несколько километров туда или туда, то мы найдем еще несколько таких же вот уцелевших, к сожалению, последних уцелевших укреплений. И я считаю, это одна из крупнейших археологических находок нашего времени. Странно, что археологи, которые здесь бывают на протяжении 200 лет, вообще ничего этого не заметили. Считают это городищами, какими-то нагромождениями естественными скал. Хотя на самом деле мы видим, что здесь эти люди десятки тысяч лет назад построили грандиозное сооружение древности. Здесь, возможно, шли оборонительные бои, не локальные, а большие глобальные бои. И мы сейчас с вами находимся вот здесь, в историческом месте. И давайте беречь этот край. Не будем здесь мусорить, соберем здесь остатки древности и построим здесь самый большой музей. Музей древней обороны. Это я бы так его назвал.